Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Opel Corsa D. Автомобиль выпускался с 2006 года по 2015. Поэтому у него достаточно большой разброс цен. То есть, если вы присматриваете себе БУ автомобиль Corsa D, то приобрести вы его сможете примерно от 200 до 500 тысяч. В 2011 году был рестайлинг. По сути, изменили они по внешности только переднюю часть, фары, бампер, решетку радиатора. В данном случае у нас, как вы видите, трехдверный хэтчбэк. Также бывает пятидверка. По его габаритам можно же сразу сказать, что это типичный городской житель. Длина кузова чуть меньше 4 метров. Соответственно, где-то в городе на нем вам будет запарковаться очень удобно. В этом видео мы расскажем о том, кому он подойдет и как у него обстоят дела с надежностью. Данный автомобиль у нас укомплектован двигателем 1.4 и автоматической коробкой передач. Забегая вперед, скажу сразу, что в принципе это самый оптимальный вариант для данного автомобиля. Двигатели на самом деле сюда устанавливалось множество, но на Авито, вот на Автору, если вы будете искать, чаще всего встречаются двигатели 1.2 и 1.4. Оба двигателя, что 1.2, что 1.4, они цепные, славятся своей надежностью. Если их нормально обслуживать и за ними смотреть, то в среднем без каких-либо серьезных проблем и ремонта они выхаживают 300 и даже больше 1000 километров. По основным проблемам с самим двигателем, вот как я сказал, все ок. По навесным могут быть проблемы. То есть, выбирая бэушный автомобиль, смотрите внимательно за компрессором кондиционера, за генератором. С этим, возможно, какие-то трудности будут. По двигателю, как это традиционно бывает с Opel, подтекает масло, зачастую там со всяких прокладочек, щелей. Соответственно, из-под клапанной крышки, если масло пошло, оно у вас может начать попадать в свечные колодцы. Когда они заполнятся маслом, выйдет из строя катушка зажигания. В отличие от других автомобилей, катушка зажигания здесь единая. Вот он весь модуль, и, соответственно, менять вам его придется в сборе. Удовольствие не дешевое. На данный момент оригинал стоит где-то порядка, плюс-минус $150. Качественный аналог будет около $100. Также причиной преждевременного выхода катушки из строя могут послужить затянутый интервал замены свечей. Зазоры на свечах выгорают, идет повышенная нагрузка на катушку, и, соответственно, она точно так же выходит из строя. Периодически не забываем промывать дроссель, и в принципе меняем почаще масло, пользуемся хорошим топливом, и с двигателем никаких проблем не будет. Что касается коробок передач, начнем с механики. Если же у вас механика, можно сказать, что она нежная. Соответственно, если вы автомобиль используете в городе, перемещаетесь аккуратно, не на нагруженном автомобиле, скорее всего, 1000 до 200 с ней никаких проблем не будет. Но сразу скажу, что она любит чистое масло. Если же вы автомобиль используете по бездорожью, либо резко стартуете со светофора и затягиваете с интервалами замены масла, выйдут из строя подшипники. Ремонт будет, уже для механики такой неприятный, дорогостоящий. Двигатели 1.2 зачастую комплектуются у нас роботизированной коробкой передач. В принципе, это та же самая механическая коробка, но здесь у нас добавляются еще соленоиды, которые за вас переключают передачи. По роботу рекомендуется примерно раз в 10 тысяч делать адаптацию, чтобы у вас все это дело служило подольше. И также, если соленоиды выйдут из строя, а случиться это может на пробеге, в среднем где-то от 50 до 150 тысяч, в зависимости от того, насколько вы аккуратно эксплуатируете все эти агрегаты. Ремонт, если покупать их новыми, то это порядка $1000, но специализированные сервисы также их умеют чинить. То есть ремонт не дешевый. И, конечно же, самый идеальный, самый правильный вариант – это автоматическая коробка. Классический автомат, поставляется он фирмой Aisin, и, соответственно, ресурс у него, можно сказать, на весь срок службы двигателя. Убить его очень сложно, но если постараться сделать это, конечно же, можно. Здесь самое главное, что вам нужно знать, что, скорее всего, ремонт или замена автомата на контрактный вам выйдет даже дешевле, возможно, чем механическая коробка. То есть их огромное множество, и стоит все это дело недорого. Переходим плавненько к подвеске. Смотрим, здесь у нас установлены 15-е колеса, 185/65. Для данного автомобиля это самый идеальный вариант. Почему? Идет меньше нагрузка на ступичные подшипники и на опорные подшипники. С этими колесами
подвеска ходит очень долго, особенно если вы как раз таки эксплуатируете автомобиль по назначению в городе, с минимальными нагрузками, скажем так. Но зачастую владельцы этих автомобилей устанавливают сюда и 16 и 17 колеса. В этом случае ступичные подшипники становятся у вас просто расходником. К расходникам традиционно по Opel можно отнести стойки стабилизатора, но на рестайлинге здесь они ставили уже усиленные. Соответственно, вы покупаете бэушные автомобили, возможно, здесь они тоже уже будут стоять усиленные. Но в целом это нормальное явление на многих автомобилях. Втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, расходники. В целом, по своему опыту могу сказать, что GM-овские элементы подвески, они стоят недорого. Масса есть аналогов. Соответственно, любой там в любом бюджете сможет починить эту подвеску недорого. Давайте перейдем к багажнику. Багажник у нас, как мы видим, для такого автомобиля вполне себе предсказуемого объема, небольшой. Съездить в магазин за продуктами, пару пакетиков сюда поставить, этого хватит. То есть он у нас порядка 280-285 литров. Но не стоит забывать, что полочка это у нас снимается, сиденья складываются, и уже в такой конфигурации мы имеем 1100 литров. Благодаря тому, что это хэтчбэк, пускай даже и не самый большой, вы всегда можете вплоть даже до строительных материалов в нем перевести, если в этом есть надобность. То есть, с одной стороны, все как бы скромно, но универсальности он не лишен. Все сделано весьма классно, культурно, обшито. Нет такого ощущения, знаете, что что-то такое нереально дешевое, приятное. Итак, давайте переместимся в салон и прокатимся, посмотрим, как он на ходу. Перемещаемся в салон. Что могу сказать? Вот сразу мои первые ощущения. Если вы планируете на автомобиле перемещаться один, либо вдвоем, то места вам здесь вполне хватит. На самом деле салон для такого автомобиля достаточно просторный. Опять же, если вы ездите один, либо вдвоем. И такая особенность вот именно трехдверного автомобиля, когда вы смотрите, допустим, вот влево, чтобы там кого-то пропустить, вы не видите стойку, то есть стекла очень широкие, двери очень широкие, и складывается такое ощущение какого-то панорамного вида. Достаточно интересно, прикольно смотрится. Панель у нас уходит далеко вперед, что также придает воздуха и объема автомобилю. Самое интересное, то, что вот сейчас нету этого автомобиля за 2 миллиона, здесь вот верхушка панели, она сделана из мягкого пластика. По материалам, конечно, автомобиль очень приятный для своей ценовой категории. Итак, поехали прокатимся, посмотрим, как он на ходу. Начнем с такой не очень хорошей дороги. Автомат здесь 4-ступенчатый, работает плавненько, но, конечно же, если вы обратитесь к техническим характеристикам, к расходу этого автомобиля, то увидите, что на механике он в городе потребляет порядка 7,5 литров, да, по книжке, а на автомате 8,5 литров. Ну, конечно же, вот опять же, из своего опыта эксплуатации GM-овских автомобилей могу вам сказать, что о таких цифрах можете даже не мечтать. Если вы ездите в городе на автомате 4-ступенчатом, на GM-овском, на GM-овском автомобиле, я имею в виду автомат японский, с пробочками, то вот эта малютка, она у вас спокойно может скушать и 10, и 12 литров. Нажимаем на газ, и вот разгон такой, весьма плавный. То есть, мочить этот автомобиль, пытаться там с кем-то соревноваться на перекрестках, явно не стоит. Это приведет всего лишь к увеличенному расходу топлива. Ну а так в целом для спокойного передвижения весьма и весьма достойный вариант. По крайней мере, вот по посадке и по управлению я могу сказать, что как минимум он уж точно ничем не уступает своим основным конкурентам, таким как Fiesta, либо Hyundai Getz. Для какой-то молодой девушки, я думаю, вариант более чем идеальный. Да и в принципе, не будем сексистами, да, многие парни оценят его из-за того, что реально удобно на нем перемещаться, парковаться в городе. Опять же, из-за того, что очень часто на них ездят девушки, то есть у автомобиля такой нюанс. Покупая его на вторичке, скорее всего, вот автомобиль, который полностью в родной краске, вам не удастся найти. То есть хотя бы какие-то притертости, и скорее всего они будут небольшими. На нем все равно в свое время были сделаны и кузовные какие-то работы произведены. То есть имейте в виду, что если у вас требования к автомобилю
такой, чтобы он был в идеальном состоянии в родном окрасе, ну, вот такой автомобиль вам будет очень сложно найти. Как раз таки из-за того, что зачастую на нем ездят девушки, тренируются, возможно, у них это даже как-то первый автомобиль. Едем сейчас по очень такому, ну, плохому асфальту, каменистому. Шумка, как слышите, да, не самая сильная сторона автомобиля. Ну, давайте попробуем немножко ускориться. Подкинул автомат-передачу. Вот уже 10 км в час, 15. Ну, вы понимаете, да? То есть динамика не самая сильная сторона автомобиля. Но зато, опять же, если сравнивать с какими-то нашими, возможно, аналогами, здесь, конечно, намного лучше будет у автомобиля безопасность, что для начинающего водителя, несомненно, большой плюс. Приятный радиус разворота на таком узком участке, то есть мне получилось даже не вылезти на грунтовочку. Подведем какие-то итоги. В целом автомобиль надежный. Покупать его, ну, в бюджете, наверное, больше 400 тысяч смысла особого нет, потому что за эти деньги уже можно, ну, взять автомобиль там классом повыше. А вот именно в бюджете там 300-400 тысяч вариант очень достойный. Он вас не разорит, если вы грамотно подойдете к выбору связки мотор и трансмиссия. И в целом доставит приятные эмоции от эксплуатации. Спасибо за внимание и до новых встреч!